Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я бы хотел вам показать коллекцию фильмов с участием известного американского актера Эдди Мерфи. Совсем недавно этому актеру исполнилось 65 лет, поэтому решил в этом видео показать, какие фильмы с Эдди Мерфи есть у меня в коллекции. Итак, начать я хочу с самой первой картины, в которой он снялся. Этот фильм называется «48 часов». Такая вот картина. Комедийный боевик. Издание на DVD. Здесь вместе с Эдди Мерфи также снялся актер Ник Нолти. Помимо DVD у меня также есть этот фильм и на Blu-ray, но на Blu-ray без русского языка. Вообще на Blu-ray с русским языком вышло всего 3 фильма с Эдди Мерфи, и все они будут в сегодняшнем видео. И это вот первый фильм его на Blu-ray, помимо DVD. Такое вот американское издание. Это был самый первый фильм Эдди Мерфи «48 часов». Такая вот картина. Далее, следующую картину, которую я хочу показать, это фильм режиссера Джона Лэндиса. Фильм этот называется «Поменяться местами». Есть у меня в коллекции вот в таком Blu-ray издании, американском, без русского языка. Такая здесь накатка. Здесь она с картинкой, что бывает далеко не всегда у изданий от Paramount. Видим, что из того, что из серии Paramount Presents. Такое вот издание «Поменяться местами». Здесь вместе с Эдди Мерфи снялся актер Дэн Эйкройд. Фильм хороший. И помимо Blu-ray есть у меня также он и с русским в формате DVD. Такое вот издание. Лицензионное. Все нормально. Отличная комедия с этими двумя актерами. Дэном Эйкройдом и Эдди Мерфи. Таких вот два издания. Blu-ray американское издание без русского языка и DVD с русским языком. Поменяться местами. Далее, следующее, о чем хочу поговорить, это серия фильмов, в которой он снялся, под названием «Полицейский из Беверли-Хиллз». У меня в коллекции присутствуют все 3 части, которые на дисках выходили. То есть существует вообще 4 части этой франшизы, но 4-я часть выходила сразу во стриминговых сервисах, так как его делали специально для Netflix. И на дисках 4-я часть совсем не выходила. А вот 3 части все есть у меня в коллекции. Итак, первая часть у меня американское издание, без русского языка. «Полицейский из Беверли-Хиллз». Такой комедийный боевик с этим актером. «Полицейский из Беверли-Хиллз». Хороший саундтрек. Режиссером картины выступил Мартин Брест. «Полицейский из Беверли-Хиллз», первая часть. Далее, следующее издание. Это издание в формате 4К. Почему в 4К? Потому что в 4К на 4К диске есть русский язык в виде закадрового перевода. Фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз», часть 2. «Полицейский из Беверли-Хиллз 2». Такое вот немецкое издание. Здесь такие простые накатки, как зачастую у издания от Paramount. И вот на 4К диске, как я сказал, здесь есть русский язык, а обычный Blu-ray везде выходил без русского. Такое вот издание. Режиссером этой картины выступил Тони Скотт, известный такой режиссер, брат режиссера Ридли Скотта. И, наконец, 3-й фильм из этой серии,
которая представлена у меня уже австралийским изданием. Это полицейский из Беверли-Хиллз 3. Также на Blu-ray. И режиссером данной картины выступил Джон Лэндис, который в нескольких картинах снимал Эдди Мерфи. И такая вот простая здесь накатка. Таких вот 3 издания франшизы «Полицейский без Беверли-Хиллз». Первая часть, вторая часть и третья часть. Мартин Брест, Тони Скотт и Джон Лэндис, режиссеры. Далее следующий фильм с Эдди Мерфи, который хотел вам показать, это, конечно же, еще одна картина Джона Лэндиса, известный фильм, который называется «Поездка в Америку». Такое вот издание, специальное коллекционное издание. Видим здесь описание, какие есть дополнительные материалы. И здесь накатка с картинкой. И такая вот рекламка разных изданий от Paramount. Издание американское, без русского языка. И этот фильм у меня, так же как и несколько других, есть также и с русским языком в формате DVD. Такое вот издание. Эдди Мерфи, «Поездка в Америку». Известная картина. Здесь Эдди Мерфи, как и в некоторых других фильмах, сыграл помимо основной роли также несколько других. В том числе роль одного белого еврея. Такая вот необычная роль. И таких вот 2 издания. Американское издание на Blu-ray и российское издание с русским языком «Поездка в Америку» на DVD. Таких вот 2 издания. Далее, следующее, что хотелось бы показать, это 2 издания на DVD из одной серии. Серия эта называется «Доктор Дулиттл». И в этой серии Эдди Мерфи снялся в 2 частях. Первая часть «Доктор Дулиттл». Видим Эдди Мерфи. И также вторая часть, в которой он также снялся. Оба это комедии про этого человека, который мог разговаривать с животными, с доктором, который имел такую способность. Доктор Дулиттл. Таких вот 2 издания. Доктор Дулиттл и Доктор Дулиттл 2, в которых снялся актер Эдди Мерфи. И осталось 2 российских издания с фильмами, в которых снялся Эдди Мерфи. Первое — это такой вот фильм, который сделан на основе аттракциона диснеевского, аттракциона Диснейленда. Фильм под названием «Особняк с привидениями». Вот в этой картине снялся Эдди Мерфи. Открываем, и здесь присутствует внутренний арт данного издания, как и у многих российских изданий Дисней. Фильм «Особняк с привидениями». И, наконец, последнее Blu-ray издание и третий фильм с Эдди Мерфи, который выходил на Blu-ray или 4К. Это фильм под названием «Как украсть небоскреб». Здесь снялись с Эдди Мерфи Бен Стиллер в главной роли, а также Кейси Аффлек, Мэтью Бродерик и некоторые другие известные актеры. А срежиссировал данную картину режиссер Брэд Рэтнер, который известен по серии «Час пик». А это вот другая картина от этого режиссера под названием «Как украсть небоскреб». Такая вот накатка с Эдди Мерфи и Беном Стиллером. Это
это был последний фильм, в котором Эдди Мерфи снялся именно как актер. Но также есть у меня в коллекции 4 анимационных фильма, в которых Эдди Мерфи в оригинале озвучивал персонажей. И поэтому даже внешний вид этих персонажей немножко делали с Эдди Мерфи. Это, конечно же, серия про Шрека. Первый Шрек. Видим этого осла, которого в оригинале озвучивал Эдди Мерфи. Далее вторая часть. Шрек 2. Здесь также осел был. И его озвучивал Эдди Мерфи. Такая здесь накатка. Далее Шрек 3. Здесь на первом плане показан на этой обложке осел, которого в оригинале озвучил Эдди Мерфи. Такая здесь накатка с Фионой. И, наконец, последняя, 4-я часть. Шрек навсегда. Такое вот издание. Здесь также он есть осел на обложке. Здесь такая вот накатка. И таких вот 4 картины из серии Шрек, в которых, как я уже сказал, в оригинале осла озвучивал именно Эдди Мерфи. И, наконец, последнее издание, которое хотел вам показать в сегодняшнем видео, это диснеевский мультфильм под названием «Мулан». Такой анимационный фильм диснеевского ренессанса. И здесь в оригинале Эдди Мерфи озвучил вот этого дракончика, которого звали Мушу. То есть, вроде бы он это в первой части только озвучивал, точно не помню. Но в первой части точно в оригинале именно Эдди Мерфи озвучивал этого дракончика. И это был последний фильм, который хотел бы вам сегодня показать. А на этом данное видео заканчивается. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. На этом все. Пока-пока.